Да здравствует Япония с упором на велосипедные дивизии. Вам зашла подобная тема за Францию, где я играл, используя только танковые дивизии, но тут мы с вами поразвлекаемся с велосипедными. В оригинале, если что, велосипедные дивизии есть у Японии, вот по этому фокусу велосипедный батальон, и также у Нидерландов. За последнюю было много роликов, а вот за Японию я играл нечасто, притом с таким интересным подходом. Добавок к этому мы с вами и ачивку сможем взять, Тур де Франс. Надо оккупировать всю материковую Францию, имея не менее 20 полностью снаряженных велосипедных полков. Ну а в нашем случае вся армия будет состоять из велосипедов. Это немножко подпортит, конечно, наши тайминги при игре за Японию. Мы пойдем не вот сюда вот и в инцидент на мосту Марко Поло, либо же в раскачку нашей промышленности. Нет, мы с вами пойдем в закон об увеличении армии, расширении армии, превосходство воли и велосипедные батальоны. То есть 280 дней нам надо будет с вами потратить, чтобы хотя бы просто открыть велосипедную пехоту. Ну а потом нам еще и армию надо будет всю на велосипеды посадить. А это будет не так уж и легко, имея 15 военных заводов. Но мы все равно справимся. А сейчас пару слов о спонсоре данного ролика, чтобы в будущем вас не отвлекать. Вот признавайтесь, вам слегка поднадоело Хойк, и вы, наверное, искали во что поиграть в новогодние праздники. И вот вариант. Мир Варкрафта на проекте Сирус. Тем более на проекте 25 декабря стартует новогодний ивент. 5 человек, 10 минут. Цель – победить мороженку. Выбери доспехи, заточенные под защиту, лечение или урон, и определи свою роль в команде. Овладей способностями доспехов, сражаясь с снеговиками. Пробеги мост с смертельными ловушками и катящимися шарами. Пройди тоннель с духами, которых не стоит тревожить. И дойди до замерзшего снеговика мороженки. Тебя ждет захватывающее сражение, осилить которое можно только единой командой. Кстати, на локациях есть пасхалки и секретные места, позволяющие пройти подземелья быстрее остальных. Чтобы поучаствовать в новогоднем ивенте, переходи по ссылке в описании, регистрируйся и скачивай клиент игры. Создай себе персонажа и возродись в мире Варкрафта на проекте Сирус. Нажми вкладку «Поиск подземелий» и залетай на ивент. На сервере Сирус ты сможешь встретить Новый год с друзьями или найти новых, сражаться на аренах или найти новые приключения. И, конечно же, при регистрации тебя ждут подарки. 7 дней премиума, ездовое животное и бустера опыта. Начни покорять Азерот вместе с Сирус. Ну, так как велосипедов у нас нет, понятное дело, что со старта я не могу всю армию велосипеды переделать, они недоступны. Поэтому занимаемся прокачкой. Закон об увеличении армии. Пойду по всем этим 4 фокусам. По пути буду собирать кабинет министров. Хочу себе лошадку выловить, она нам не повредит. Ну а потом нам откроет с вами неплохой советник, который будет бустить прирост опыта армии. Нам это тоже будет необходимо, потому что шаблон придется переделывать и делать более-менее адекватные дивизии из велосипедов. Как только мы их откроем, я сравню их с пехотой, с кавалерией и в целом скажу, что я о них думаю. А сейчас погнали приводить нашу Японию с велосипедными дивизиями к величию. Ну конечно, по пути я возьму сталь для орудий. Все-таки 4 военных завода почти со старта получить достаточно неплохо. Ну а по производству, я думаю, вам интересно, как у меня все здесь выставлено. Я двоечку выставил на транспортные самолеты, они нам, скорее всего, пригодятся. Давайте, наверное, даже троечку сюда поставим. Ну и потом единичку на пехоту. И если вы вдруг хотите просто чисто выполнить ачивку на захват Франции, имея 20 велосипедных дивизий, то самое простое со старта за Японию начать оправдывать войну на британскую Малайю, перебазироваться в Германию, потом напасть на британцев, захватить их, благо здесь преимущество вам занять будет без проблем всем вашим флотом. Ну а потом, имея Британию и ее марионетки своими вассалами, просто высаживайтесь во Францию и пилите французов. То есть чисто ачивку получить можно вообще быстро, и я, наверное, тут добавлю ссылочку либо в описании, либо в закрепленном комменте на ролик, где мы сами за Японию подобное проворачивали, потом высаживались в Америку и выполняли вообще ачивку на то, чтобы ядерку изучить раньше, чем американцы. Так что подобное можно и с данной ачивкой привернуть, это не проблема. Но так как мы сами идем в велосипедные дивизии, то я не могу такое со старта, да и не буду на самом деле, потому что это облегчит нашу игру. Будем играть почти по истории, то есть схлестнемся с Китаем, правда чуть позже, из-за того, что нам придется время потратить. Потом его победим, а уже дальше будем думать о дальнейших захватах. И вот оно свершилось, велосипедные батальоны готовы, 7 октября 1936 года. Как раз нам открывается велосипедная пехота, ну и давайте ее заценим. Шаблон нам, к сожалению, не дают, так что нам прям с нуля придется самостоятельно создавать. Давайте для примера я вам сейчас как раз размещу здесь новую дивизию
и добавлю сюда в пехотных велосипедный батальон. Чем же он так хорош? Он нам дает движение, ускоряет в холмах, в горах, в пустынях, равнинах, городе и болоте. При этом у него скорость 6,4, как и у кавалерии. Но по сравнению с кавалерией мы здесь на каждый велосипед тратим 10 доп. Оснащения. В то время как ту же самую кавалерию мы с вами можем добавить без особых проблем и потратим лишь больше пехотки. То есть 120 пехотки, а здесь 100 пехотки и 10 допки. Ну, как бы произвести 20 пехотки или же 10 доп. Оснащения, думаю, логично, что 20 пехотки проще, чем доп. Оснащения и дешевле. Правда, тут встревает другая проблема, то что та же самая кавалерия, как видите, дает нам дебафы на ряде местностей в атаке. Так что мы будем хуже атаковать, что явно неприятно. Ну и вдобавок еще к этому, кавалерия не так сильно бустится на ту же самую защиту и прорыв. Как видите, нам тут исследования дают по 2%, в то время как велосипедный батальон получает все те же самые 5, что и пехота. Хотя у меня на самом деле вот вопрос тогда к перевооружению. Здесь у нас обычная пехота, и я так понимаю, да, велосипедный батальон здесь тоже учитывается. Все, тогда нормально. Кстати, а что такое за поддельный батальон? Вы знаете или нет, что это такое? Я просто впервые здесь увидел, навел, что здесь есть какой-то поддельный батальон у какой-то страны, видимо. Потому что такое штрафбаты мы сами знаем, а что такое поддельный батальон, я что-то как-то ни разу не встречал. Ну ладно, напишите, просветите. То есть велосипедные батальоны у нас будут со временем раскачиваться на уровне пехоты. Если же сравнивать с самой пехотой, то тут разница, как видите, только в подавлении и в максимальной скорости. Ну и средняя надежность, к сожалению, велосипедов на 5% ниже. А так в целом неплохо. Мы и так получаем более быстрые дивизии. Кроме того, у них еще небольшие бонусы на движение на равнинах, вообще приятно. В городе, в болоте и в холмах, горах, которые нам, естественно, будут встречаться и мешаться так-то. У пехоты, конечно, нет дебафов на реку и на морской десант, но 5% не так уж и страшно в обмен на и так повышенную скорость. Единственное, что нам сейчас, конечно, будет тяжело, это переформировать всю нашу армию. Потому что смена стоит 5, и, как видите, да, допка будет каждый раз увеличиваться. То есть мне серьезно, чтобы накидать сюда, уже допка 70. Продолжаю дальше закидывать. Вы видите, да, как количество допки на одну дивизию уже 100. То есть в 2 раза выше, чем была. И это на каждую дивизию. Это, наверное, самая большая проблема, с которой мы с вами столкнемся. Допки нужно будет очень много. Ну и тратиться, как вы понимаете, она тоже будет очень быстро. Но понадеюсь, как-нибудь мы с вами все-таки с этим делом справимся. В итоге я просто скопировал шаблон наших морпехов, заменил туда красные велосипеды. 30-ка есть, при этом мы сохраняем с вами саперную роту, что как бы тоже неплохо. Ну видите, да, по сравнению с теми же самыми десантниками мы проседаем по многим параметрам. Ну давайте. Велосипедики готовы. Теперь давайте заценим. У нас есть 1000 допки в запасах и нехватка 450 пехотки. Теперь вся наша армия сразу же меняется на велосипеды. И нам надо 4600 допки. В противовес этому мы, конечно, получим немало людских ресурсов и пехотки. Это связано с тем, что у нас там шаблоны, извини меня, были под 24 ширины, а велосипедики у нас пока еще не доделаны. Они всего на 12, этого мало. Ну и давайте, все, переоснащение в деле. То есть пехотки у нас теперь с вами достаточно, я так понимаю, мы можем ее вообще снизить. И полностью упирать теперь на допку. Пытаться ее раскачивать, чтобы оснастить всю нашу великую армаду. Ну а мы сами наконец-таки в октябре 36-го начинаем борьба с Кадохо. И тут у меня еще один вопрос назрел, а действует ли бонус от пехотного специалиста? Вроде как велосипедка тоже к пехотным относится, ну, как бы, да, она даже в этом же разделе, где и пехота находится. Но будет ли на велосипедный батальон тогда действовать бонус? Ну, думаю, со временем мы с вами это проверим. 23 декабря 1936 года наконец-таки могу взять себе Хадзиме Сугуяму. Воинская подготовка Эксперт Плюс 0.12 опыта. Нам не помешает этот опыт как на смену шаблонов, так и на доктрины. А то, извините, мы уже немало опыта выкинули сами в никуда на переделку велосипедных шаблонов. Конец февраля 1937 года, и я понимаю, что пора уже пойти на инцидент на мосту Марко Поло. Конечно, было бы неплохо взять сейчас мобилизацию, тут научную политику, дойти до духовной мобилизации и прочего, ну или хотя бы денационализации промышленности.
Но 140 дней и так слишком сильно задержимся, так что давайте. Прямо сейчас иду к инциденту на мосту Марко Поло. Попутно расширяю уже шаблоны дивизий. Опять нехватка в 4000, связано с тем, что велосипедиков становится все больше. Скоро здесь еще добавится, между прочим, поддержка артиллерии. И следом отряд конной разведки, да. Все это увеличит еще больше допку, пехотку и арту заставит нас тратить. Но зато шаблоны станут поинтереснее. Июль 1937 года, и смотрите, совсем с небольшим опозданием, но мы берем с вами инцидент на мосту Марко Поло. 70 дней остается до начала противостояния с Китаем. Инцидент на мосту Марко Поло. Китайские власти утверждают, что достигнут переломный момент в отношении нашей неспровоцированной агрессии. Наши требования о репарациях были отвергнуты. Поступают сообщения о нападениях на японцев в Шанхае. Если нам нужен был формальный повод для нападения на Китай, то мы его получили. Они за это поплатятся. Мы получаем цель войны аннексия и теряем, наконец-таки, имперские санкции. Собственно, теперь мы готовы против всего китайского альянса с вами залетать. Да, достаточно такое легенькое дело прогуляться в Китай. А на фоне пока давайте повсеместную мобилизацию, ну и познакомлю я вас с нашим шаблоном. Он еще не доделан, но я решил, хоть у нас мало и нефти, и с этим будут проблемы в будущем, но закинуть сюда моторизированную разведроту. А знаете почему? Потому что в равнинах движение плюс 15%. По сравнению с конной разведкой, которая на равнинах минус 10 дает. По сравнению с моторизацией. Так что да, я решил воспользоваться сие приятным моментом. Хотя не знаю, может быть по ходу военных действий придется отказаться. Грузовиков не так уж и много. Ну а сами велосипедки оставим пока с шириной 18. Это не идеал, но проблема в том, что логистика минус 3 с лишним тысяч. Это с учетом того, что в 12 производств у меня допки, а его все равно не хватает. Да и пехоты у нас, знаете, ровно под лимит. Так что да, придется как-нибудь выкручиваться из столь неприятной ситуации и вот такими вот неудобными мелкими дивизиями идти в атаку. Ну что ж, давай объявляем войну Китаю. Да начнется великая битва. Ну, надеюсь, из нее мы сами выйдем победителями. Надеюсь. Давайте, кстати, посмотрим, как тут наши дивизии справляются. А, неплохо, между прочим. Государство, место, командир, укрепленность. Все влияет на нас. И дает нам с вами неплохие бонусы. Так что Китай, по крайней мере, к нам в гости сейчас не проберется. Готова первая высадка. Давайте сразу же здесь все это добро прикроем. Хотя чуется, будет тяжеловато, но давай попытаемся все же сотворить здесь красоту. Погнали. Вынужденную атаку нашим велосипедным дивизиям. И смотри, как они быстро и хорошо идут. Вау. Вы это видите? Они прям прорываются вперед. Скорость у них, видимо, неплохая. Единственное, им, конечно, бы сейчас снабжение здесь заиметь. И, по-моему, все будет вполне себе красиво и хорошо. То есть первый плацдарм у нас готов. Кроме того, вдобавок сейчас еще дивизия подплывает. И в скором времени... Да, отлично. Здесь уже снабжение сейчас пойдет. Так что нашим дивизиям будет попроще. Да и в других участочках сейчас вот тут, да еще и в соседних, начнем Китай понемножечку теребить. В итоге выставки я, конечно, провел. Снабжение у меня есть. Кроме того, немного Китай-то мы с вами ослабили. Но дальше пока как-то двигаться не выходит. Все-таки дебафы в 40%, да и с такими своеобразными дивизиями жить нам особо не дают. Кстати, вот эта вот дивизия живет, потому что здесь снабжение дается. Да, снабжение по воздуху. И благодаря этому моим дивизиям здесь лучше некуда. Вот это они молодцы, посмотрите, мои велосипедные дивизии пробивают Пекин. Красавцы. Просто посмотрите на то, как мои велосипедики вообще без проблем залетают и изничтожают противника. Не, ну это уже само по себе выглядит весьма и весьма круто. Посмотрите, сейчас котелок будет. Да, 7 дивизий китайцев просто закотлились. Единственная проблема то, что у меня вот здесь вот одна дивизия уже погибла, и я так понимаю, другие тоже погибнут. Но они хотя бы отвлекают китайские дивизии и дают нам шансы. Здесь атака захлебнулась, а вот здесь неплохо так разрослась. Нанкин взяли, Пекин наш, наполовину Китай капитулировал, что уже неплохо. Боялся за 9 дивизий, а толку-то нет. Мы уже их почти спасли, посмотрите сюда. Надо, кстати, нашим подлодкам теперь выставить здесь поимку конвоев, чтобы они никого не отпустили. А то китайцы начинают отплывать. Нам надо это остановить. Погнали.
Выкинем их из Циндао, наконец сможем объединиться. И что на дворе? Май 38 года. Мы Циндао взяли и продолжаем атаковать Китай. Уже 500 тысяч потерь против 39 у нас. Ну и неплохо так продвинулись. Ну, делайте ставки, когда наша с вами велосипедная Япония держит верх. Я, честно говоря, думал, будет сложнее, но стоило начальный этап пережить, и сейчас у нас уже есть ресурсы. Мы более-менее живем, и все так-то неплохо. Есть шансы на победу. Хотя тут следом Штаты требуют извинений и компенсации за Панай. Да, согласимся на американские условия. Мы все-таки с мирным народом не воюем. Мы просто хотим новые земли. Да здравствует еще один небольшой котел и, наконец-то, объединение наших армий. Теперь единым фронтом сможем вдарить дальше. И самое проблемное, как я вижу, здесь горы. Но нам как бы не важно, на остальные клики мы можем здесь спокойненько сейчас ставить парочку небольших дивизий, а сами двинуться в атаку дальше. Просто велосипедики громят Китай. На автоплане, без особых проблем. По генералитету можете посмотреть у меня здесь на истощение, на эксперта пехоты, на наземную поддержку, ну и здесь у меня просто получаем опыт армии. Все, они на автоплане. Между прочим, даже без особого зеленого неба. Я только здесь соточку авиации свел, все, громят и идут вперед. 30 августа 1938 года объединил всю нашу армию. Теперь мы единой линией сможем ударить и наконец-таки добить Китай. Что-то как-то мы с ним на самом деле задержались, но ладно. Все-таки это автоплан. Все-таки я немного не такого ожидал, но ладно. Погнали дальше. Можно, конечно, сейчас настроить и выставить здесь немножко дивизий, которые будут просто обороняться, но даже не знаю, стоит ли этого делать. Может быть, сделаем, а может и нет. 8 декабря 1938 года мы стоим уже под последней столицей, я надеюсь, Китая. У них остается еще 16%. Ну да, вот здесь победная территория, здесь победная территория, здесь 20 очков. Да и парочку свободных территорий тоже, видимо, надо будет забрать. Но, надеюсь, это не такая большая проблема. У нас тут 13 тысяч солдат против миллиона с лишним. Достаточно быстренько наши велосипеды прокатились. До сих пор допки не хватает, но пехота, кстати, почти у нуля. Шаблон я, если что, не менял. Он все тот же самый. А наши велосипедики с неплохим ускорением на равнинах себя показывают хорошо. В горах, конечно, тормозят, но так, норм, идем вперед. И операцию Итиго я, кстати, не брал. Хотя можно ее сейчас взять, она поможет завершить, но и без нее мы с вами справимся. Ну что ж, я забрал еще одну территорию победную, и у Китая 4,5. 5 февраля 1939 года. Вся армия у нас из 68 велосипедных дивизий состоит с шаблоном, который я вам уже показывал. Ну что ж, это мир. Мы, наконец-таки, завершили противостояние. Все, поздравьте нас. Весь Китай под нашим контролем. Велосипедные дивизии себя показали вполне себе неплохо, и мы теперь можем замириться. С одной стороны, можно забрать все под себя, и это как бы логично. Но у нас исторически Япония мирится, забирая побережье, значит так мы с вами и сыграем. Заберем побережье, заберем, наверное, в Гуансийской клике, там, где есть ресурсы основные. Из всего остального сделаем вассальный Китай, ну и потом уже посмотрим, как нам дальше себя вести. Все, 6 февраля 1939 года, это мир. Я понимаю, что как-то не очень красиво у меня забрались территории, но я пытался равнять. Либо слишком глубоко внутрь залазить, либо отказываться от тех земель, которые я уже взял, поэтому оставим вот так вот. Ресурсы я основные получил под свой контроль. Мы теперь можем жить, мало-мальски, все хорошо. Кроме того, у нас тут новое правительство Китая. Наш вассал, который сближается с Советским Союзом. Ну, как бы, ладно, пускай. Самое важное, что наша с вами восточно-азиатская сфера сопроцветания выжила, победила. И, между прочим, справилась еще до того, как в Европе даже Чехословакию еще не съели, поймите. А мы уже в Китае все завершили вот этим вот нашими великими дивизиями и генералами. 6 уровень фельдмаршала и 6 у нас уровни, даже 7, посмотрите-ка, обычных генералов. И они неплохо, между прочим, прокачались в планирование как раз и в расход припасов. Что, безусловно, хорошо, потому что здесь у нас со снабжением проблемки как раз, а мы их решили. Ну что ж, дальше у меня исследуется наступление на юг. Мы получим решение потребовать Индокитая, но это надо дождаться, пока немец там завершит с Францией. Мы сможем получить Индокитай. Дальше вполне себе сможем призвать к себе Сиам. Ну и двинуться на Ост-Индию, в Британскую Индию в гости зайти, высадиться на Филиппины и подумать о захвате американцев нашими с вами велосипедными дивизиями.
которые благодаря такому шаблону имеют дичайшую скорость на равнинах. Они реально там очень быстро передвигаются, не особо хуже даже, чем моторизация, но они дешевле. И, как я понял, стакаются все бонусы пехоты на них. У нас даже генералы какие-то в пехоту прокачивались и экспертами по пехоте становились, управляя ими. Так что да, бонусы все действуют. Ну вы видите, какая-то элита, это просто ветераны по большей части у нас здесь. Ветераны, опытные, ветераны, регуляры. Не, ну красота же. Ну а так, промка у нас вышла небольшая, 39 фабрик, 67 военных заводов и 15 верфей. Но главное, есть ресурсная база и великие имбовые дивизии велосипедов. Так что, если вам зашло, поддерживайте лайком, оставляйте комменты. Если ролик хорошо наберет, то мы с вами продолжим дальше нашу велосипедную Японию. С союзниками разберемся, с американцами, ну и попытаемся Францию оттяпать под себя. Немец, конечно, будет против, но мы можем покорить Америку, выдавить оттуда союзников, потом высадиться во Франко, захватить Франко. И, не прекращая противостояние с союзниками, вдарить по немцам, между прочим, через Францию, и это будет вполне себе интересно. А на этом все. До скорых встреч в новых роликах.